Give more. Give everything. Protect yourself. You can't save them all. Всем привет! Сегодня у нас расклад «Кто нуждается в тебе», да, срочно кому ты нужна. И в долгий ящик откладывать не будем. Сразу приглашаю вас в проживание аркана. Постоянно сыпятся вопросы, а что это такое, а что это такое. Смотрите, вот проживание арканов – это как работа с самым дорогим психотерапевтом. Вот которого ты можешь придумать, это самый дорогой психотерапевт. Почему? Потому что психотерапевтом становишься ты. Ну и, соответственно, энергия аркана. Вот знаешь же, что такое расстановки? Вот это в 100 раз лучше и круче. То есть ты строишь свою реальность. Нет, нет таких вот, ступенек и прочего. Все зависит от тебя и от твоего желания. Ну, конечно, есть лекции каждому аркану, медитации и так далее и тому подобное, но психотерапевтом выступаешь ты сама у себя. И у людей кардинально на 180 градусов жизни меняется. Также есть манифест. Манифест что это? Это обучение всему эзотерическому. То есть защиты ставить как себе, так и другим. Чистить дом себя и так далее. То есть все эзотерическое. Самое главное это не устанавливай приложение на телефон. Вот приложение Boosty там выскакивает, хотите установить, а вы нажимаете крестик, то, что не хотите. Потому что, я объясню, через приложение показываются цены в 2 раза с лишним больше. Вот реально, это не шутка. Потому что из-за комиссий Apple Store, Play Market и так далее, цены не такие показываются, как на самом деле. То есть через приложение вы видите цены в 2 раза больше. Это очень важно. Это услышьте меня. Потому что, знаете, вот в проживание приходят, многие стесняются. И, соответственно, подписываются на проживание, проживают. И потом, в конце я узнаю, когда у них какие-нибудь там проблемы, там с оплатой, выкинула откуда-то. Я говорю, пришлите мне скриншот вот такой-то странички. Они показывают, а у них приложение показывается. И получается, что они проживали в 2 раза дороже, в 2 с лишним раза дороже, чем есть на самом деле. Поэтому приложение ни в коем случае, оно вам не нужно. Вам на сайт зайти нужно только для того, чтобы свой Telegram привязать. Понимаете, и подписку сделать. Это хватает браузера. Это вот когда вы кликаете на ссылку под описанием, под видео или в описании к видео, вот у вас сразу браузер открывается. Все, ничего не устанавливайте. Как бы там ни предлагалось, просто на предложение о установке приложения нажимайте крестик. То есть не надо устанавливать. Тогда цены будут в 2 раза меньше. Обязательно приходите, еще никто не пожалел. Есть, не слукавлю, есть такие, конечно, люди, которые приходят, просто в магическом чате пообщаться. То есть не проживать арканы, ничего такого. Есть такие, да, потому что там боятся идти в проживание, еще какие-то там свои устои. Хотя бы приходите в магический чат. Ссылка в описании к видео, в закрепленном комментарии. И вам станут закрытые расклады, которые более глубокие, а не вот эти по лысине ладошкой. Потому что все глубокие расклады, они в закрытом доступе. Я пытался, 3 расклада вам открывал, очень сильные, но не всем они нужны. Потому что
с открытым доступом, как говорится, когда бесплатно, то идет обесценивание. И такие, ай, ладно, потом когда-нибудь, возможно, посмотрю. И тем самым лишают себя 15 тысяч рублей. Если вы меня на других каких-то языках смотрите, то на вашей валюте это или 150 долларов, хотя нет, я вру, потому что психотерапия там в Америке, в Европе и так далее в разы дороже, чем 15 тысяч рублей, чем 150 долларов, грубо говоря. Поэтому вот вам, пожалуйста, приходите, ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. Если хотите просто поддержать, то тоже ссылка в описании. Приходите в магический чат и не бойтесь в нем общаться. Там девочки, там люди, которым от вас ничего не нужно. Магический чат создан для того, чтобы вы поняли, что не все люди какашки. Понимаете, есть такие, которые от вас ничего не нужно, которым просто приятно пообщаться, можно сказать, ни о чем. Для этого магический чат и создан. Приходите, ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии. Ну а мы с вами давайте начнем наш расклад. Единички. Комментарии тут не нужны. Сразу говорю, никого не осуждаю никогда. Вот абсолютно никогда. Два мужика у тебя, ну ладно, что поделать. Вот сразу объясню, да. А передо мной бумажка с вопросами, вопроса 3. Первый, кто именно в тебе сейчас нуждается? У тебя тут комментарий излишний. Тебя реально рвут на части два мужика. Причем оба конкретно подсели на тебя. Первый – это вот такой типаж, знаешь, такой в пиджаке, который в жизни все просчитал. У него там бизнес, квартира, машина, но внутри пустота. Понимаешь? Он в трубку выдыхает, когда звонит, да, и тащится от твоей вот этой способности превратить его там квартиру-офис в домик уютный. Ну, то есть у него даже дома как офис. Ему не хватает тепла. Вот как любому в офисе не хватает выходных, вот ему также тепла не хватает. Он днем тебе скидывает какие-нибудь глупые мемчики, там про котиков, да, ночью жалуется, что не чувствует себя живым. А второй – это вот такой вот, как сказать, вот творческий сопляк. Ну, не знаю, как назвать. Вот он такой с гитарой, с вечными соплями про вот эту непонятность. Он, знаешь, он истерит. Он истерит, если суп пересолен, называет это там, например, там экзистенциальный кризис. И он висит на тебе как сказать, как штанишки на гопнике, да? Потому что ты единственный, кто всерьез слушает его нытье про вот эту непостижимость бытия. И еще пельмени ты ему лепишь. Вот запомни вот одну вещь в своей жизни. Независимо от того, сколько тебе лет, пельмени лепи только деду. И вот эти два мужика оба влюблены по уши в тебя. Но первый боится признаться даже самому себе, а второй уже, как говорится, песни и стихотворения пишет с твоим именем в каждом куплете. И да, они друг про друга не знают, пока что. Тебе сейчас, знаешь, как вот в шахматах. Фигуры разные, но игру-то ты ведешь. Ни в коем случае не осуждаю, потому что жизнь твоя. Я могу только попросить пельменей.
Поэтому не надо так делать, да, а то я ревную, что ты там кому-то пельмени лепишь. И именно к пельменям ревную этих мужиков. Ой, все, я запутался. К этим мужикам пельмени ревную, не тебя. Вот. Почему ты так, то им срочно нужен. Ну, знаешь, они оба как щеночки под дождиком. Ждут, что ты их в дом себе заберешь. А почему именно ты? Потому что ты, знаешь, ты вот как генератор жизни. У тебя внутри вечное движение, перед которым вот меркнут все их вот эти унылые проблемы. Вот этот пиджакный король, без смайлов СМС, да, он в тебе нуждается, потому что ты единственная не бегаешь за его деньгами. Ты смеешься, когда он пытается там купить шубу тебе в июле, да, и говоришь, типа, ты офигел, пошли лучше по шашлыкам, да. Твоя фишка в том, что ты ему не даешь превратиться в робота. То есть ты заставляешь этого чопорного идиота в 3 часа ночи пельмени вместе с тобой лепить и караоке орать. А поэт слезливый вот этот, он без тебя сдохнет в собственных соплях. Ты его пинаешь, когда он начинает ныть про вот эти творческие муки, музу потерял, и тащишь его, как говорится, на крышу, чтобы он на звезды смотрел, вместо того, чтобы в подушку реветь. И ты для них обоих, знаешь, как вот сказать, вот как ударная доза адреналина. То есть не даешь одному засохнуть в своей скорлупе, а второму утонуть в болоте и слез и вот этих соплей. С тобой они чувствуют, что они живые, они просто дышат, понимаешь? Как ты изменишь их жизнь и свою? Ну, тут, знаешь, с этим вот пиджакником, да, ты устроишь, как говорится, революцию. Он попытается запихнуть тебя в рамки своих правил. Типа, знаешь, вот как, ты будешь моей принцессой, но в золотой клетке. И ты ему такую войну объявишь, что он впервые в жизни перестанет контролировать каждый шаг. Ты заставишь его ежедневник свой выкинуть, да? Сорваться в какое-нибудь спонтанное путешествие и понять просто, что счастье — это, не цифры на работе в отчете. Он начнет сам маме звонить вместо секретарши, да, и в итоге предложит тебе не кольцо с алмазом, а совместный какой-нибудь бизнес, где вы будете на равных. А с этим музыкантом ты жестче поступишь, конечно. Ты выбьешь из него вот это инфантильное дерьмо, извини меня за выражение. Он попробует сделать тебя музой, да, своей, которая будет вечно его вдохновлять и мыть его носки. Но ты ему ясно дашь понять, что либо он перестанет ныть и начнет работать, либо ты сливаешь его, как говорится, в какой-нибудь, как называется, отстойник. И через месяц он организует тебе там концерт своеобразный. Ну, знаешь, все это в твоей жизни, это цунами вызовет. Ты перестанешь быть удобной для всех. Эти двое, они научат тебя не разрываться между вот этим «надо» и «хочу». И ты выйдешь из этой истории, как говорится, с кожей вдвое толще, чем сейчас. С новыми принципами, с четким пониманием. Либо мужчина растет с тобой, либо он тебе такой не нужен. Ну, а тут по-другому же никак не скажешь. Но я тебе еще раз напомню. Пельмени только деду. Если ты со мной согласна, напиши в комментарии. Я согласна, пельмени только деду. А этим двоим кукиш с маслом. Итак, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Ну, знаешь,
Первый вопрос, кто именно нуждается в тебе именно сейчас. Ну, знаешь, это... Я тебе его характер опишу. Этот человек, он сидит в своей раковине и делает вид, что все хорошо. Ну, внешне он спокоен, там у него дома, работа, диван и так далее. А внутри у него цирк. Он уже 100 раз передумал все варианты, а толку вообще нету. Он, знаешь, он как будто вот лбом в стену, как баран, уперся и ждет, что эта стена сама развалится. И ты его знаешь. Знаешь, как ты его узнаешь? Он всегда ноет. Ноет типа: вечно мне не везет, все возможности у меня мимо проходят. А сам даже руку не протянет, чтобы какой-нибудь шанс поймать. И вот сейчас он именно в таком состоянии. Видит, что встать бы уже пора, да, двигаться. Даже планы какие-то смутные он в голове рисует. Но страх опять облажаться его гложет. Это не абстрактный какой-то тип, нет, это конкретно твой знакомый, который последний месяц вот тебе в соцсетях лайкает все там и так далее. Он тянется к тебе, потому что ты не как все. Ты не станешь гладить по головке, да, и говорить там: ну, бывает. Нет, ты ему нужна прямо сейчас, потому что он на грани. Либо сорвется в эту вечную спячку, либо найдет себе силы, как говорится, самому себе по заднице пнуть. И он подсознательно чувствует, что только ты вот не дашь ему снова спрятаться за вот этой вот фразой: «Видно, не судьба, видно, нет любви, видно, подорожник нашла ты». Ни склад, ни Влад, поцелуй дед корову в хвост. Почему ты так, то именно ты нужен? Ой, я заговорился. Почему ты так, то ему срочно нужен? Ну, потому что ты знаешь, ты умеешь разбивать его тупые иллюзии в хлам. Вот все вокруг него ходят на цыпочках. То ли ранить его боятся, то ли сами не уверены, что нужно делать. А ты возьмешь и ткнешь его носом в реальность. Его страхи — это же не монстры под кроватью. Это обычная лень, прикрытая красивыми там отговорками. И ты сразу видишь, где он сам себе лапшу на уши вешает. Типа там: время не то, а там рынок не готов, или там еще что-то. Еще время вот это вот не пришло, начну с 1 января, хотя на улице там еще, как говорится, октябрь конец. И вот ты его не просто критикуешь, нет, ты сразу даешь четкий план. Типа вот знаешь как: хватит ныть, вот тебе, как говорится, 3 шага, которые надо сделать до пятницы. Не пришлешь скриншот, сама приеду и втащу, и приготовлю тебе этого леща. Ты вот знаешь, ты вот именно тот самый человек с фонарем в его потемках. Ты не водишь его кругами, а ты сразу показываешь, где выход. И самое главное, ты не боишься его вот этих истерик, упреков. Он бухтеть может, что ты там жестокая, но это и есть его спасение. Пока остальные сопли размазывают, ты заставляешь его ответственность за свою жизнь взять. Поэтому ты так, кто ему срочно нужен. Как ты изменишь и его жизнь, и свою? Ну, знаешь, вытащишь ты его из болота. Вытащишь. Но придется потрудиться. Сначала он цепляться будет за старое, да, там возмущаться, саботировать, отмазки искать и прочее. Вот эти вот с 1 января начну. Но как только он сделает первый реальный шаг, а именно ты заставишь его сделать этот шаг, то все начнет меняться. Он перестанет быть нытиком, превратится в человека, который вот дела до конца доводит. Это и на тебя повлияет. Ты увидишь, что твоя жесткая любовь, она реально работает. И это даст тебе уверенность браться за более сложные проекты, в своей жизни я имею в виду. Но, знаешь, сразу предупреждаю, не будет все так, как сказать, как маслом по сивке бурки. Нет, будет огромное сопротивление.
Даже его друзья-неудачники начнут шептать, что ты слишком на него давишь. И тебе придется границы четкие ставить. Либо он выполняет договоренности между вами, либо, как говорится, идет ко мне в огород картошку копать. В итоге ты не только его жизнь перевернешь, но он начнет зарабатывать больше, бросит работу токсичную, запустит свои задумки в дело. Но ты и сама вырастешь. Ты поймешь, что твой вот этот, как сказать, твой драм-кружок спасательницы утопающих, он может быть не только хобби, а реальной сверхспособностью. Понимаешь? Ну, конечно, помни, если начнет он на шею садиться, то сразу леща ему давай. Не дай превратить себя в эту бесплатную психологическую скорую помощь. Дай леща. Вот на рынке выбираешь леща вкусненького, самого жирненького, жаришь, и ему как даешь только, и он распластался весь. Пока ты это все творишь, мы перейдем к третьему варианту. Троечки, кто именно нуждается в тебе прямо сейчас, а тут даже не нужно трактовать. Это самый мелкий в твоей семье, который сейчас в такой активной фазе, типа «хочу все знать». Ну, конечно, это твой ребенок. Или, если ты слишком молода, это младший братик. То есть это вот энерджайзер, который днем по диванам прыгает, а ночью приползает и спрашивает тебя, почему там звезды светят. И он не просто внимания требует, нет. Он в тебе нуждается, как вот в своем личном компасе, понимаешь? Потому что мир для него сейчас это вот как конструктор огромный, который он пытается собрать, и инструкций нет. Внешне он улыбается, бегает, солнышко на обоих рисует. А внутри у него каша из вот этих вот «а вдруг я не справлюсь, а почему меня не слушают, а вдруг мама устала», понимаешь? И он напрямик это не скажет, нет. Но каждое его вот это «мам, посмотри, как я умею», это вот крик о том, что ты ему нужна прямо здесь и сейчас. Чтобы быть, как говорится, и его зрителем, и защитником, и тот, кто скажет «ты молодец, давай иди дальше». Понимаешь? Но не в другую комнату, а я имею в виду в том, что он там сделает. Он в тебе нуждается не потому, что ты суп готовишь или там одежду его одеваешь. Ой, что я сказал? Одежду на него одеваешь, да? А потому что ты его единственный человек, который видит в нем не кричащий комок энергии, да, а личность, которая только-только учится быть смелой. И если ты сейчас проворонишь этот момент, там, в телефон свой утыкаясь, да, или там отмахиваясь, типа, а потом, он это на всю жизнь запомнит. Он запомнит, что его солнце гаснет, когда тебе не до него. Понимаешь? Почему ты так, кто ему срочно нужен? А тут ты единственная, кто может показать, что счастье — это не тысячи игрушек, а умение оценить то, что уже есть. Ну, ты единственная. Тут трактовать даже не нужно. Ты сейчас для него вот этот маяк в тумане. Но не потому, что ты идеальна, нет, а потому, что ты уже прошла путь вот этот от вот, как сказать, от «хочу все сразу» до пошли они. Понимаешь, твой опыт — это не пустые слова. Это для этого мальчишки или девчонки, это реальный пример, что можно быть довольным жизнью, даже когда в кошельке ветер гуляет. Понимаешь? Ему сейчас критически важно увидеть, что там радость, она в мелочах. В том, что вот солнышко светит. Как ты про простую обычную прогулку в этот ноябрьский, октябрьский
как сказать, не смуглый, а серый день, да, может превратить в приключение. Как ты повод находишь под дождем посмеяться, а не ныть, что он все испортил. Ты ему не как супергерой нужна, а как живой человек, хотя для него ты супергерой. Понимаешь? Ты сейчас спасательный круг егошний от вот этой вечной гонки за больше, выше, сильнее, дальше, которую ему навязывает школа, реклама и прочая вот эта ерунда. Если ты сейчас отмахиваться будешь, то потом он будет с психиатрами, с психотерапевтами это все прорабатывать. Как ты и его жизнь, и свою изменить можешь? Знаешь, ты его научишь не бояться решать проблемы головой, но при этом не превращаться в робота, конечно же. Ты ему покажешь, что да, логика — это круто, планы — это важно, но если не слушать свое «я» внутри, то можно все, как говорится, просрать, что действительно ценно. И ты его вытянешь из этого мира, как сказать, черно-белых схем. И ты вкинешь его в реальность, где надо и мозги включать, и сердце не забывать. И это все изменит и твою жизнь, потому что ты сама начнешь балансировать между своими «надо» и «хочу», вместо того, чтобы вечно жить, как говорится, на автопилоте. Ты перестанешь быть для него просто мамой, которая носки стирает и уроки проверяет. Ты будешь примером того, как можно быть сильной, но не жесткой, и как можно решения принимать, не теряя человечности. И он, когда это будет видеть, он перестанет копировать тупые стереотипы типа «мужики не плачут», «девчонки слабаки» и прочее это. И вы оба будете на одном языке говорить, где нет места манипуляциям, а есть честность и умение сказать, что давай с тобой будем счастливо жить. Даже денег нет. Понимаешь? Это не про то, что там идеальными станем. Нет, это про то, что вы перестанете играть, оба я имею в виду, в поддавки с жизнью. И начнете ее жить по-настоящему, радуясь и солнышку, и серому дню. Все ведь от тебя зависит, как этот маленький человечек, как говорится, будет жить дальше. А по-другому тут никак не сказать.